Написал программу для сканирования угловой стенки. Здесь она адаптирована к стойке Heidenhain. Параметры какие использую. Начальный шаг и конечный Z. Радиус инструмента, радиус зуба инструмента, припуск на поверхность. По нормали к поверхности припуск идет. Задаем точку отсчета угла по X. Это вот эта точка. И Z. Это точка, от которой можно рассчитать угол, которая есть на чертеже и образмеренная. И сам угол от вертикали. Q40 быстрая подача, Q41 подача рабочая. Выходные значения у нас Q23, Q24, Q25. Ось, край инструмента и смещение от точки угла, края инструмента. В этой программе я использую Q23. Давайте ее отсимулируем. Эта программа уже заведена у меня в симулятор. Можно поменять некоторые параметры для визуализации. Ну, например, припуск. Сделаем 10 миллиметров. Отсимулируем. Вот 10 миллиметров где-то есть по перпендикуляру к линии. Кстати, в этой программе у меня Z0 в этой точке и X0 в этой точке. Поэтому у меня все координаты идут в минус. Мы припуск делаем 0. X делаем 50. Сейчас должен здесь снять. Ну, можно изменить еще Z. Z угла. Опять возвращаем на 0. Z минус 15, например. Вот здесь x0, z минус 15. Вот точка угла. От этой точки рассчитывается угол. Все нормально. Этой программой можно отфрезеровать даже под внутрение. Возвращаем на 0. А угол делаем с минусом. Минус 5. Это для Т-образных фрез можно использовать. Симулируем. Тут так. Вот симулятор рассчитывает по цилиндрической фрезе, а вот левый край показывает, что фреза смещается вправо. Если она Т-образная, то здесь тоже получится угол. Если радиус вывести в 0, то получится у нас тоже цилиндрическая фреза. Т-образная. Ну, например, вот у нас такой угол будет. И вот если мы сделаем Т-образную фрезу, то расчет пойдет по этой точке. А нам надо, чтобы обрезал верхний край.
Для этого просто вот Q8. Меняем Z минус высоту этого зуба. И тогда фреза пройдет, отпишет нам вот этот уголочек. А верхний край пройдет по этому углу. Можно то же самое сделать, чтобы программа работала туда-сюда обратно. Возвращаем 0, не 0, это что у нас угол? Стираем и угол сделаем 25. Туда-сюда обратно. Это нам y надо вывести под параметр. Ну, сделаем Q30. Q30 равняется минус 70. Минус 70. И в программе исправим y на Q70, на Q30. Q30. И здесь сделаем минус Q30. Ерунда. Получается, делаем плюс. Здесь делаем минус. А здесь делаем 70. И после прохода это у нас подскакивает 0, нормально. И после прохода меняем знак у Q30. Q30 равняется Q30 минус. Симулируем. Вот туда, сюда, обратно. Сбросим. BLK форм. И по G41 подход. Это у нас будет Q24 использования. Загружу уже адаптированную программу. Что я тут сделал? Так, ну, Q108 это системный радиус. Давайте его вернем обратно, чтобы было видно, какая фреза работает под первым номером. Припуски. Ну тут давайте опять 30 сделаем. И вот тут я добавил параметр, расчет параметра Q26. Это точка захода по X, чтобы зазором опускалась, а не врезалась в стенку. Вот X26, Y минус 70. Опускание вниз и выход на контур по G41.
проход по Y, отмена коррекции и возврат, повтор идет сюда. Симулируем. Отработала PG41. С учетом G41 можно сделать и угловой контур. Подгрузим программку контурную. Что я здесь сделал? Чтобы использовать Q25. Я вызываю поправку на радиус DR из цикла вызов инструмента, но я там только использую DR. И под DR забиваю Q25. Контур пишется на высоте точки Z. Z угла. Вот это я нарисовал контур. Все. Отрабатываем. Тут у меня Z угла занижен. Сейчас вернем его обратно. Но End и 0. Симулируем. Все. Угловой контур готов. Программа отличная. Спасибо за внимание. Удачи!